Друзья, всем привет из Каменска. Никак я не выберусь в Луганск, потому что в автошколе учусь. Сегодня вот суббота, но занятия у нас в автошколе отменили. У нас немножко похолодало, немножко ветрено. Я сейчас нахожусь в самом Иногороде. Здесь у нас 17-этажки. Видите, какая она высокая. Посоветовали друзья заехать вот в этот рыболовный магазин, купить здесь бойлики. Вот тут заходишь, он сразу и направо внутри. Он на велосипеде лежит все, что я купил. Ну, на рыбалку вот он здесь внутри магазин. Ну, на рыбалку мы уже поедем завтра. Сегодня просто поедем с вами, прокатимся по городу немножко и в Малую Каменку. В общем, выдвигаемся. Много машин, все заставлено. Не пройти, не проехать. Вот тут мы будем сдавать экзамены на вождение. Ну, здесь еще и барахолочка такая, рыночек. Сейчас через него проедем. Поэтому тоже много здесь машин стоит. Вообще ветерок поднялся, похолодало у нас немножко. Тоже уже 30 градусов было. А сейчас где-то 20-25. Облачно, дождики небольшие. Ну, как много здесь машин, не разъехаться. О, гляньте, сколько людей. Сегодня мы утром заехали. То я здесь обычно уже к вечеру. И никого нету. А сейчас видите, сколько людей. Ну еще и Пасха через неделю. Поэтому видите, как много людей собралось. Да, весь рынок забит. Видите, покупателей много и много товаров различных. Ну, такая барахолочка. На любителя, конечно. Я, собственно, чуть сюда решил заехать, друзья мои. Ну, это мы еще зимой делали. Здесь вот стоят такие вот тренажерчики. Половина из них была поломанная. И мы их забирали на завод. На машзавод, на наш. И ремонтировали. В общем, все вот это отремонтировали. Что здесь было поломанное. Я чертежики делал. И вот уже их установили назад. Так что вот такая вот красота получилась. И люди довольны. И в комментариях писали, что отремонтировали бы еще теперь все эти тренажеры по всему городу. А у нас они еще в других местах есть подобные установлены. Так что вот мы тоже помогаем городу. Все у нас цветет, уже и сирень зацвела. Причем уже цветет, наверное, местами с неделю. В этом году весна, говорили, будет поздняя. Пасха, потому что поздняя, вот через неделю Пасха. А эти оказалось, что наоборот ранее. Здесь вот асфальт провалился. В прошлом году дорогу перекладывали, уже были здесь провалы. Сейчас опять колодец провалился, яма тут здоровенная. Перекрыли, все полностью раскапывают, переделывают. Мы сейчас с вами прокатимся по дороге, посмотрим, что у нас где цветет. Абрикосы уже, наверное, отцвели, хотя местами могут еще цвести. Вообще вот здесь вот интересная дорога, такие перекрестки. Едешь по главной дороге. Опа,
а у тебя уже не главное. Опять следом знак стоит, главная дорога. Опять едешь, главное, опять уступи дорогу, опять у тебя не главное. Что-то они тут намудрили. Главное, не главное. Теперь грамотный. Езжу теперь на знаки смотрю. Ну а мы движемся на выезд из, так сказать, центральной части города. Железнодорожный переезд, вечно у нас здесь пробки на нем. Потому что движение довольно-таки интенсивное, а альтернатива — объезд далекий, либо платный понтон. Здравствуйте, папаша. В общем, проблематичное место. Дорогу потихонечку у нас ремонтируют после зимы, но не везде. Ну, видите, какую яму я сейчас только что объехал. Вообще много еще ям. У нас в Красновке, вот где мы катались с вами пару недель назад, там кусками отремонтировали. Но там не ямочный прям ремонт, а прямо перестилали. А здесь, вот знаете, какие ямы. Тут и колесо оставишь. А мы движемся с вами уже по комбинату, в сторону комбината. О, видите, черешенка цветет, сирень цветет. Все цветет, весна — это супер. Конечно, кроме тех, у кого аллергия. Но у меня, благо, аллергии ни на что такое нету, поэтому я люблю весну. Особенно, когда вот этот переход, знаете, идет с холода на тепло. Видите, стеклотарный работает, видимо, и по сменам. Поэтому и сегодня машин много стоит, люди работают. Ну, периодически объявления встречаются, что требуются люди. По левой стороне, я не знаю, колледж или ПТУ. Техникум строительный, о. Их же по 10 раз переименовывали. Кстати, раньше здесь учили практически на все категории водительских прав, а сейчас не знаю. Домики красивые, покрашенные. О, опять сирень красивая. Запах супер. Ну, вон студенты, кстати, идут. Спар. Мы сейчас будем с вами направо уходить. Дорога тоже, видите, хреновенькая, латаная, перелатанная. Здесь вообще вот много людей работает. И автобусная остановка, и не могут вот эту площадку уже вот заасфальтировать. Я вообще не понимаю. И здесь, видите, на Малую Каменку выезд такой убитый. Там дальше вроде получше дорога будет. Но мы здесь с вами катались когда осенью. Сейчас поедем, посмотрим, что там изменилось.
Заехали в Малую Каменку. Основана 1737 год. Но на самом деле тут поселение было еще раньше. По сути, станица Каменская, да, берет истории где-то отсюда. Первое поселение было. Потом они переместились туда ближе к Глубочке. Потом вот где старая станица. Ну и сейчас, где уже сам Каменск находится. Здесь поселение довольно-таки большое, но развития здесь нету, потому что дорога вот эта тупиковая. И, так сказать, ну, глуховатое место, то есть в ответвлении. Если бы вот эта дорога дальше бы ее продолжили бы до Донецка туда, в сторону ЛНР и так далее, то, конечно, развитие здесь бы пошло. А так у них здесь, по-моему, даже не знаю, сейчас, может, пооткрывались, ни магнита, ни одной пятерочки нету. Хотя там вот идут они постоянно. Но зато, видите, им здесь дорогу дальше сделали хорошую. Но, конечно, там на выезде из города дорога ужасная. А с другой стороны Филипенково хутор. Там, где мы рыбку ловили. Ветряки, видите, вдалеке. Где-то в небе вдалеке гудит самолет. Да, ветерок сегодня, конечно, сильный. Остановка. А вот, наверное, сама и река Малая Каменка бежит. Напомню вам, здесь есть у нас Большая Каменка, Малая Каменка, еще Рыгин ручей, Лубочка. Эти 50 километров. Правда, что-то какие-то знаки выгоревшие. Школа. Ну, тут вот этот центр сейчас самой Малой Каменки. Здесь довольно-таки чисто и уютно. Ну, утро субботнее, поэтому людей не так много. Вечером, конечно, было бы людей поболее. Видите, я люблю Малую Каменку. Мы сейчас с вами тут по центральной улице прокатимся. Вот школа тоже. Сирень везде цветет. Люди вон убираются. Одуванчики вовсю цветут. Да, ну благо, видите, что у них хорошая дорога все-таки сюда. На выезде из Каменска ужасная. Он, кстати, гляньте, колодец. А здесь, в принципе, внутри Малой Каменки, и к ней дорога, в принципе, хорошая. Но опять же, я вам говорю, что плохо, что дальше сделали бы ее туда куда-нибудь, до Донецка, до Поповки, до Гундаровки, чтобы она выходила. Тогда, конечно, поживленнее бы здесь было. Но, с другой стороны, конечно, трафик бы пошел бы здесь. Есть свои плюсы и свои минусы. Вот посмотрим, что у нас будет твориться после того, как сделают платную дорогу. Каштанчики цветут, тоже уже красота, в общем. Мужики на рыбалку тоже собираются. Мы завтра поедем, но чувствую, что с утра не получится. Наверное, может, все-таки завтра будет вождение, поэтому поедем на рыбалку уже опять во второй половине дня. Но теперь мы уже знаем, куда ехать. Мы взяли эти бойлики, пуфики и все остальное. Вот тоже еще одна остановка. Кстати, у нас проезд дорожает. У меня единственное, один вопрос к нашим перевозчикам.
ну, в частности, по 25-му маршруту, да, есть в определенное время, когда автобус просто идет забитый. Ну, пустите или больше автобус, или сделайте в это время, чтобы автобусы ходили чуть чаще. А так будет проезд уже 40 рублей, а был 35. Мы, кстати, с вами ездили, здесь какой-то трубопровод укладывали, я не знаю, что они тут делали, тянули в прошлом году. Так видите, вот хорошая дорога до самого конца хутора, в принципе, идет. А внизу тут вот идет Северский Донец у нас. Все, закончилась хорошая дорога. Пошла здесь старая грунтовка еще с царских времен, я думаю. Ну, как здесь хорошо. Чистый воздух, петухи поют. Северского Донца за зарослями там в глубине не видно. А вот видите, с другой стороны виднеются домики. Не знаю, что это. Филиппенково или уже дальше, наверное. Вдалеке вон виднеются ветряки, видите. Там уже трасса идет на Донецк. Тоже какие-то, я не знаю, ангары. Бывшие полузаброшенные, какие-то стройматериалы. Что-то тут строят, делают. Сзади вон петухи поют, живность всякая. Уже запах такой, знаете, деревенский навоза. Теплички стоят. В общем, хорошо в деревне летом. Цветет сирень. Видите, есть, конечно, и домики заброшенные. Все-таки район такой отдаленный от города уже. Молодежь уехала, а старики умерли. А есть вот красивые ухоженные домики. Гляньте, уже и вишенка цветет вовсю. Лишь бы заморозков не было, и будет в этом году много-много фруктов. Вон воробушки, гляньте, как чирикают. Вот такой вот здесь магазинчик расположился, и барбосики возле него отдыхают. А с другой стороны, гляньте, как много одуванчиков цветет. Гляньте, какая красота. Ветер какой, прям в лицо. Вернулись мы с вами назад в центр. Везде одуванчики цветут. Вот такая вот здесь чудесная у них площадка. Сделана прям в центре. Гляньте, какая красота. Ну, напомню, суббота, утро, поэтому никого нету. В прошлый раз мы здесь вечером катались, и людей здесь, конечно, было очень много. Единственное, что, видите, плохо, что летом, конечно, в жару деревья еще маленькие, не выросли, и тенька практически, конечно, здесь нету. Поэтому, конечно, жарко. Ну и, конечно, по периметру стоило бы или какой-то заборчик поставить, или посадить что-то. Ветер сильный продувает эту зону, просто полностью продувает. Очень сильно влияет на нее ветер, а у нас здесь ветров очень много и постоянно. Поэтому, конечно, стоило бы по периметру здесь что-то посадить, чтобы закрыть это место от ветра. Он, кстати, тоже еще один магазинчик и еще один. Видите, здесь местные магазинчики. Здесь ни Магнита, ни Пятерочки, ничего нету. Потому что не проездное место. Хотя, казалось бы, да, хотя бы один могли бы открыть вполне. С учетом, что у нас там, я не знаю, их уже по 10 штук на квадратный метр. Так что вот так вот сейчас выглядит Малая Каменка. Понятно, что все мы улицы не проедем, да, и, ну, если съехать здесь с центральной улицы, там дальше грунтовые дорожки, они такие довольно-таки убитые, и там сильно далеко не проедешь.
Вот по этой мы в прошлый раз с вами катались. То есть, видите, щебенка такая ухабистая, конечно. Здесь жить нужно Ниву иметь или УАЗик. Ну или буханочку. Ну, кстати, приветствуются здесь и мотоциклы. Смотрю, с переделанными люльками. У них вместо люлек кузовки такие, чтоб можно было что-то перевозить. Поехать там, допустим, травы накосить и так далее. О, зато есть пункт выдачи озона, видите, и Вайлдберриса. Ну, все, уже живем. А вот пятерочка с магнитом что-то пока до сюда не добралась. И вон пивко тоже продают. Вот такая вот красота. Вон тоже, гляньте, какой красивый домик. В общем, живет Малая Каменка потихонечку. Есть свои, конечно, как всегда, проблемы, нюансы. Но, в принципе, так вроде более-менее ухожено, убрано. Но понятно, что в своем доме, конечно, нужно работать. Видите, а вот дом развалился. Ну вот рядом собираются строить новый. Так что, видите, не так все плохо. Ну а так, конечно, в своем доме надо работать. Ну и если свое хозяйство, конечно, рано вставать и поздно ложиться. Улица Чапаева. Ну посмотрим, до куда асфальт идет. Прокатимся с вами. Ну, он большой вообще. Вот Малая Каменка тоже, она разбросана, видите. Влево, вправо как-то так застройка шла. Непонятно как-то. Некомпактно, знаете, вот сейчас, когда строят как-то поселочки, улицы, там, то все по плану, а здесь селили старые времена, знаете, где кому красивее, удобнее было, тот там и поселился. Ну и плюс обычно селились ближе к водоемам, к рекам и так далее. И тут, видите, тоже еще такая местность не полностью ровная, а с какими-то такими перепадиками, так сказать. Вот непонятно, почему-то часть улиц заасфальтирована, а часть нет. Домики разные, видите, есть и старые, и новые, и вон заброшенные есть. Хотя вот до Каменска отсюда всего лишь там, я не знаю сколько, километров 10, наверное. Даже, наверное, ближе. Газ есть, вода есть, канализации, наверное, нету. Канализация, скорее всего, местная. Ух ты, а здесь довольно-таки неплохо. Я здесь не ездил еще, гляньте. И дорога неплохая, и домики. Везде одуванчики. Здесь может просто в глубине или школа, или еще что-то, поэтому к ней дорога идет. Но это не точно. Здесь довольно-таки уютно. Слушайте, я даже не знал, что здесь так. Ух ты. Улица Лесная. Даже знак, видите, главная дорога. Еще бы светофор поставили. Все. Все, друзья мои, асфальт закончился. А так дальше, если туда поехать, то к Северскому Донцу выедешь. Ну, неплохо, неплохо здесь довольно-таки. Я в этой части еще не был в прошлый раз. Давайте еще немножко здесь прокатимся. Да, Малая Каменка на самом деле довольно-таки большая. Ну, так как все-таки она довольно-таки недалеко от Каменска. Ух ты, гляньте, детишки на каком едут. Красавцы.
Ничего себе. Крутотень. Улица Максима Горького. Детский. Прикольный вообще. Квадроцикл или как его. В общем, благодаря тому, что все-таки Малая Каменка находится недалеко от Каменска и, соответственно, промзоны и так далее, поэтому здесь более-менее жизнь продолжается. Ну и это, по сути, историческая родина Каменска, по сути. Изначальная. Дома, смотрю, периодически старые, полузаброшенные ремонтируют, что-то с ними делают. Но есть, конечно, и заброшенные. Выехали мы в поле. Заехали здесь чуть в низину, здесь ветра меньше. Хорошо. Ну, сейчас будем назад возвращаться уже. И будем двигаться домой. Я еще не завтракал. С утра собрался, вот это видео смонтировал и поехал в рыболовный магазин. Потом поехал в Малую Каменку. Видите, в принципе, тоже чистенько, убрано, ухожено. Видно, что люди живут, занимаются. Ух ты, а здесь даже, видите, щебеночкой, дикарем засыпали. И еще и утрамбовали более-менее. Ну, конечно, сильно здесь не разгонишься. Теплицы повсюду. Гляньте, огороды перекопаны, все, молодцы. Молодцы, конечно. Но в этом плане, конечно, на юге у нас повеселее, потому что климат позволяет побольше всего выращивать и так далее. Люди, конечно, занимаются сельским хозяйством. Ладно, друзья мои, вот такая вот Малая Каменка сегодня, в апреле 2024 года. Жизнь продолжается. Народ есть. Нету больших торговых сетей. Ну, для кого-то, конечно, плюс, для кого-то минус. Хотя, в принципе, тут до Каменска не так далеко. Я думаю, что все ездят в гипермаркет Магнит и так далее. Видите, Озон, Вайлдберрис есть, Почта России тоже есть, банки есть. Ладно, друзья мои. До новых встреч, до новых видео. Всем крепкого здоровья. В Луганск собираюсь, кстати, на майских поехать. Посмотрим, как там, что там получится. Так что ждите новых видео. Все, давайте, дорогие мои. Пока-пока.